Всем привет! Самая безопасная система демонтажа, конечно, это каплок. Почему? Потому что бросили настил, по нем можно ходить. Дальше, после того, как все стойки были ригеля до упора, стойки все майнуем сантиметров 20, 30, 40 ниже. Дальше пробегаем, валим ригеля, сейчас Серега продемонстрирует. Ригеля валим, 80% ригеля снимаем, под одним листом оставляем один ригель. Вот как он здесь расположен. Вот так. Почему? Потому что когда сейчас я вот здесь могу забить монтажку, он будет падать. Здесь я могу спокойно рукой придержать его. А здесь он упрется одной точкой на ригель. Вот, в общем, все. Серега, бомби. То есть идет простукивание. Хорош. Вон там появляется щель. Дальше засовывается ригель от каплока, либо от стойки. Вон та тема, вон. Задняя сторона. Засовывается, рычагом отрывается. Все это делается с земли. Вот. Сейчас просто Серега уже на лесах. Видим, то есть. Все. Таким способом проходим. Валим все ригеля валим. И дальше их спускаем. Еще лайфхак. Минус. Видите, у нас горизонт примерно одинаковый. Если есть возможность вот эту линию стойки скрутить чуть ниже, чтобы ригель у нас висел немножко под углом, чтобы можно было вытягивать середину комнаты. Вот. Это будет только плюсом. Дальше берем такой молоток, загоняем его вот сюда. Бьем не в фанеру, потому что она будет расщепляться, а в бетон. Ну, левой рукой, блядь, неудобно, но суть вот он пошла. Все, чуть дали. Все, это фанера сама по себе подлипает, висит на потолке. Поэтому чуть отжали, фанеру надо беречь. Вот. Ну, в общем, все. Дальше вопросы были, как демонтировать вот эти стены, каплок там, пластиковую палубку. Сначала снимаем фанеру, здесь деформационный пенный шов, чисто монтажный, чтобы можно было снять щиты, чтобы их бетоном не залило. Вот. Соответственно, сейчас снимаем все ригеля снимаем. Дальше остается только вот, ну вон видим на той стене, щит его пробиваем, замки снимаем и спокойно снимаем щит. Фанеру эту можно снять после, либо сразу можно ее взять, вправо-лево качнуть, она выйдет. Вот такие тонкости, секреты. Что еще? Ну, в общем, все. Ригель, то есть вот висит лист. Конечно, надо быть немножко аккуратнее, в касках ходить. Вот, в касках ходить. Но вот эту часть оставляем в конце листа, вот буквально 20 сантиметров. Почему? Потому что гвозди, если мы оставим больше ригелей, гвозди воткнут, соответственно, демонтаж будет сложнее. Поэтому оставили вот от линии шва нахлёст 10 сантиметров, чтобы чисто он вниз не упал, да? Там придержали ручками. Ну вот сейчас продемонстрирую. Вот я взял, качаю. Все, то есть, грубо говоря, у меня было бы две руки, двумя держал, одной придержал, все, он упал. Дальше я его подбиваю, край, вправо-лево качаю, лист падает. Все, всем спасибо.